созданием и продажей биологически натуральных добавок пищи, натуральных продуктов, которые помогают поддерживать здоровье и благополучие наших клиентов и, собственно, людей на земле. Мы были основаны в 2005 году в Украине, и наша компания изначально начинала с производства натуральных продуктов для укрепления иммунной системы. С тех пор мы расширили свой ассортимент и предлагаем средства для поддержания здоровья, красоты и благополучия в целом. В составе наших биологически активных добавок есть разные препараты с разными свойствами, в том числе и в разном выпуске. Это блистерная упаковка, это упаковка в баночках, таблетированная и капсулированная, это жидкие формы. Это формы, которые сделаны в виде экстрактов. Экстракция на спиртовой основе, водной основе, также жидкие препараты, наноаквахилаты, цитраты и даже желатиновые капсулы с эфирными маслами. Также мы выпускаем чаи. В общем, все для того, чтобы человек мог чувствовать себя хорошо и в это сложное время. Почему оно сложное? Кстати, оно сложное, и это связано с тем, что если провести исследования даже десятилетней давности, то можно наверняка сказать, что общее состояние здоровья в целом у людей ухудшилось, а не улучшилось. Это связано, вероятнее всего, с тенденцией ухудшения качества продуктов питания, качества жизни, стоимости жизни. Очень много продуктов питания приезжает к нам из стран третьего мира, и новые подходы к выращиванию продуктов питания и новые подходы к применению в животноводстве гормональных продуктов или гормональных систем генетически модифицированных животных, генетически модифицированных растений, использование гербицидов и пестицидов, использование генетически модифицированных растений приводит в итоге все к тому, что ухудшается качество продуктов питания, ухудшается качество жизни, ухудшается экология, ухудшается уровень жизни. В общем, все становится дешевле. Становится дешевле, вернее, становится дороже для человека, но старается подешевле вкладывать деньги в то, чтобы анализировать и следить за качеством продуктов. Это влияет на уменьшение качества, увеличение цены и ухудшение общего здоровья. Также из-за того, что не существует сейчас цензуры особой, то происходит и, в общем-то, большое количество информации катится просто огромным объемом, она бесцензурная, противоречивая, очень часто с применением нейролингвистических методов программирования, шокирующая информация, очень яркие хукообразные заголовки приводят к тому, что у людей часто появляется навязчивые идеи, очень много людей находится в состоянии нервного перенапряжения, невроза, очень много людей бессонницами и так далее. Ну и, конечно, человек рано или поздно начинает сталкиваться с тем, что в условиях, можно сказать, нового мира, я забыл сказать о вирусах, количество вирусов выросло, сейчас есть стремительно протекающие вирусы, они настолько быстро и стремительно могут проистекать, что даже название им не успевают дать. Допустим, сейчас недавно был вирус такой в Украине, сейчас ему есть название, это вирус Коксаки, который очень быстро и стремительно развивался, то есть его инкубационный период 2-3 дня, после чего он развивается в ночное время, у человека сильнейшие рвотные рефлексы и сильнейшая диарея. Обычно это происходит с нереальным обезвоживанием, падением иммунитета и ухудшением общего состояния опорно-двигательной нервной системы, костных тканей, ну и так далее. То есть сам вирус быстрый, стихийный, быстро проходящий, с маленьким инкубационным периодом, но влияние на человека достаточно большое. Это происходит как раз за счет того, что у человека во время того, когда он переживает и нервничает, ухудшается состояние надпочечников, так как надпочечники вынуждены постоянно трансформировать большое количество адреналина, кортизола, из которого вырабатывается адреналин, норадреналин, и за счет этого увеличивается количество или нагрузка
неусвоение минерала кортикостероидов, которые в итоге приводят к ухудшению деятельности надпочечников и ухудшению работы костной системы. Ну и, конечно, в этот момент четко нужно понимать, что для того, чтобы комфортно, в общем-то, себя чувствовать, нам недостаточно использовать только медицину, и нам для этого необходимы дополнительно к рациону питания те вещества, которые мы сейчас недополучаем, недостимулирует и недовырабатывает наш организм, и, в общем-то, специальные вещества, которые бы могли помочь нам улучшить общее состояние. Если ранее можно было сказать, что применение, допустим, фруктов, овощей могло на 100% возместить у человека возможность восполнить минеральный баланс и витамины, вернее, баланс в нашем организме. Сейчас, исходя из того, что продукты питания неправильно выращиваются, скорее всего, по более такой быстрой технологии, неправильное хранение, более маркетинговая нацеленность таких продуктов питания, более чем нутрицептиологическая, и польза от этих продуктов сейчас чрезвычайно низка. Кроме 10 яблоки, в которых даже клетчатка отсутствует, и мы недавно проводили исследования, пытались провести исследования дорогих фруктов, которые продаются. В большинстве своем дорогие фрукты имеют в составе своем и гербициды, и пестициды, и вторные соединения, и хлориды, ну, в общем, чего только нет. И иногда это даже с сурьмой, и с свинцом, и непонятно чем. Одним словом, я могу сказать, что, ну, не исключением являются и самые обычные продукты, которые мы привыкли употреблять. Это обычный картофель или обычная капуста, несмотря на то, что это выращивается в теплицах или выращивается где-то на открытом грунте. Тем не менее, использование более современных веществ для стимуляции быстрого роста, стимуляции формирования кочана, капусты или увеличения объема плода, это все приводит к перенакоплению и ухудшению общего качества продуктов питания. Это все влияет на человеческий организм. Именно поэтому мы сейчас увидели на протяжении последних 10 лет тотальный всплеск и увеличение заболеваний онкологических. За последние 5-6 лет количество онкологических заболеваний кишечника, особенно слепой кишки, выросло практически в 23-25% по отношению к всем предыдущим годам. Сейчас очень большое количество заболеваний — это заболевания легких. Ранее количество заболеваний легких было меньше. Сейчас количество заболеваний легких заметно увеличилось. Это связано с неконтролируемым развитием вирусных инфекций, с распространением вирусных инфекций и так далее. Таким образом, это говорит о том, что мы оказываемся сами, можно сказать, на поле боя той системы, в которой вынуждены человеческое эволюционировало, и мы в ней находимся. И сейчас уже мы самостоятельно должны обращать внимание не только на то, чтобы наш желудок был сыт, а еще и на качество жизни, на качество употребляемых продуктов, на качество витаминов, которые мы получаем, и обязательно за этим следить, потому что нынче здравоохранение — это уже дорогой такой этап, и профилактика как никогда переходит на уровень, когда стоит на это обращать внимание, так как профилактировать какое-либо заболевание гораздо легче, чем в дальнейшем лечить дефициты, лечить фиброзы, некрозы, лечить инфекции, лечить сниженный иммунитет и так далее. Расшатанную или очень поврежденную психику. Итак, Александра Ковриженко. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, ваша ученица. Повторите, пожалуйста, как принимать сквален. Его со всеми препаратами ТЭФ можно сочетать. Сквален мы выпустили. Что такое сквален? Сквален — это выделенное из масла амаранта вещество, которое правильно имеет название на английском языке сквалан. И данное вещество имеет ряд характеристик. Этот ряд характеристик имеет следующие характеристики. Первое. Мощнейшее антиоксидантное действие. Антиоксиданты — это вещества, которые способны выводить свободные радикалы условно в
каждой клетке перенакапливается во время окисления или процесса деятельности митохондрий, перенакапливается метаболизм, и в этом метаболизме, когда происходит дыхание клетки, могут появляться, сама клетка питается или восстанавливается из аминокислот. В ходе расщепления аминокислот остаются свободные радикалы или окисленные радикалы, которые не могут никуда деться. Они таким образом накапливаются у нас во всех клетках организма, и антиоксиданты являются фактически теми биоокислителями, которые могут свободно объединяться и выводить вот эти свободные радикальные соединения. Так вот, или это по-другому очищение всех клеток от старения. Существует даже биоокислительная теория онкологии, биоокислительная теория или антиоксидантная теория и здоровья, и геронтологии, и онкологии. То есть этих теорий, в общем-то, хватает, они достаточно исследованы, и есть уже целый ряд выводов. Так вот, считается, что вот такие антиоксиданты, они способны повлиять на формирование и развитие опухолей, на процессы омоложения организма. Очень мощное влияние сквалана происходит на слизистую оболочку. Какую? На глотки, которая очень важна как раз в этот осенний, зимний период. Желудка очень важно, потому что частым заболеванием желудка является эзофагиальная рефлюксная болезнь, когда пища или бактерии, которые находятся в нашем желудке, проникают в пищевод, в дальнейшем в ротовую полость. Очень полезен при гингивите, потому что имеет противовоспалительное действие, вступая в реакцию, включая противогерпетическое действие, противоопухолевое действие, противовоспалительное действие. Сквалан очень влияет, но есть исследования, есть исследования медицинские, которые имеют доказательства влияния на Т-киллеры. Это клетки, которые участвуют как раз в формировании или формировании иммунитета к синдрому иммунного дефицита человека. И поэтому сквалан считается на сегодняшний день как раз разрешенным как биологически активное вещество к лечению, если можно так сказать, но мы не занимаемся лечением, так как данное вещество является биологически активной добавкой. Тем не менее, его рекомендуют в комбинированной терапии с применением химиотерапии как дополнительное вещество, которое можно использовать для профилактики и для улучшения работы с опухолевидными новообразованиями для формирования апоптоза. И в дальнейшем, в случае, если вы когда-либо захотите провести профилактику развития опухоли, особенно в слепой кишке, то я рекомендую использовать как раз этот препарат. Почему он в спрее? Попадая в наш организм или попадая перорально в наш организм или в виде компресса, то есть это может быть в виде аппликации, так как это спрей. Он участвует как раз в угнетении развития опухолей, угнетении развития вирусов, имеет противовирусное, противоопухолевое действие и угнетает развитие каскада фиброзов, которые могут формироваться на фоне злокачественных новообразований. Поэтому при развитии меланомы, конечно же, нужно обратиться к врачу, но в случае, если вы получаете лечение или не знаете, с чем вы столкнулись, можно использовать сквалан или сквален, наш препарат, для использования его в виде вот такого компресса. Также он участвует в омоложении, поэтому можно смело его использовать для увеличения роста волос, для улучшения качества и цвета кожи. Он отбеливает кожу на лице, улучшает ее качество. В случае, если есть где-то меланома, базалиома, кожные заболевания, то он может препятствовать развитию. Также зарекомендовал себя как вещество, которое может препятствовать и иметь противовоспалительное, успокоительное действие при развитии кожи,
кожных заболеваний, таких как, допустим, грибковая инфекция, микозы, при псориазе, экземе, при нейродермите. Также можно использовать его перорально, то есть пшикая его на протяжении дня себе в рот. Даже такие минимальные дозировки в ротовой полости достаточно для того, чтобы он через уже 7-8 минут через желудок попал в кровь и попал во все клетки организма, включая печень. Есть исследования, которые говорят о положительном влиянии на печень данного вещества, и сквалан влияет на гепатоциты, формируя новые гепатоциты, уменьшая количество жировых гепатоцитов, улучшая состояние печени. Есть исследования, которые утверждают, что есть показатели улучшения билирубина прямого и общего, и улучшение трансферазы, улучшение щелочной феразы, аминотрансферазы, ацетиламина и щелочной фосфатазы. В общем, можно сказать, что более всего или такое самое яркое воздействие происходит как раз исключительно на воздействие на кровь и на печень. Хорошие результаты показало применение сквалана на протяжении дня, приблизительно от 4 до 10 раз. Также это повлияло на улучшение состояния поджелудочной железы, и заметно было в дальнейшем уменьшение веса человека, заметное омоложение человека. При использовании на коже заметное омоложение кожи, увеличение цвета, исчезание темных пятен. Одним словом, больше пользы, чем помех. На данный момент из-за того, что в Украине изменилось законодательство, оно более нозологически стало таким римским, и появилось очень большое количество требований, я могу сказать, что скорее всего такие препараты, как битулин, битулиновая кислота, сквалан, эти препараты в дальнейшем заставят нас снять с продажи, что очень прискорбно, потому что данные препараты показали за много лет свою эффективность. Тем не менее, пока мы их продаем и пока есть такая возможность, смело покупайте на будущее, потому что это, наверное, одни из самых лучших таких, наверное, самых ярких и мегаэффективных препаратов, которые есть. Мы будем в свою очередь развивать тему медицинских исследований, развивать тему дальнейшего использования данных препаратов, их дальнейшее изучение, по мере того, как компания будет расти. К чему я вас призываю: обязательно приобретайте данные препараты, помогите науке жить. Далее, Алла Бевзюк. Уважаемый Андрей Андреевич, у сына воспаляется и шишка в заднем проходе. Было без кровотечения, мази есть. Что из ваших препаратов пропить? Мне инвалид первой группы. Принимайте, пусть используют мою мазь, которая называется Нодикс. Я ее специально делал для этого. Также из моих препаратов, препарат называется Геморнем. Геморнем и Легка хода. Геморнем и Легка хода по 2 таблетки 3 раза в день. Что необходимо знать тем людям, у которых есть заболевания, связанные с геморроем? Как правило, это является следствием жирового гепатоза печени, как ни странно, и нагрузки на печень. Какая может быть нагрузка на печень? Как правило, нагрузка, большое количество глюкозы. Тем людям, у кого есть геморрой, этим людям нужно уменьшать употребление глюкозы во много раз. Тотально исключать употребление кофе, потому что оно стимулирует и увеличивает сжатие сосудов, потому что кофе является еще и вазоконстриктором. И сжатие сосудов, при этом из-за того, что кофе повышает кислотность желудка, это приводит к тому, что печень не может выделять желчь, происходит гипомоторика желчного пузыря, что приводит к застою желчи, что в дальнейшем приводит к ухудшению деятельности печени, что в итоге приводит к тому, что уменьшается во время уменьшения деятельности печени происходит увеличение ПТ-индекса, то есть протромбиновый индекс увеличивается, количество тромбоцитов увеличивается. На фоне кофе и на фоне высокой кислотности происходит вазоконстрикция, сосуды уменьшаются, давление в сосудах увеличивается. Это все в комплексе происходит. На фоне использования глюкозы ухудшается состояние выделения желчи. И, в общем-то, это все до кучи приводит к тому, что появляется геморрой
геморроидальные узлы. Чтобы этого не происходило при геморроидальных узлах, очень хорошо принимать препараты, которые будут разгружать желчный пузырь. Это препараты желчегонного характера, это обычный шиповник, который можно попринимать, яблочный сок, который можно добавлять небольшое количество яблочного же уксуса или даже меда. Цветочный мед, который добавляется в яблочный сок, желательно не очень сладкий и натуральный, очень хорошее действие имеет, включает моторику желчного пузыря, улучшая состояние как печени, так и желчного пузыря. Также уменьшение употребления кофе, сладкого, уменьшение употребления однозначно отрицания и убирания алкоголя может помочь в комплексе улучшить это общее состояние. Когда-то я был молодым, и у моей мамы появился геморрой. И она смогла вылечить таким народным способом. Она глотала кизил. То есть она брала кизил вместе из варенья кизилового и прямо 1 или 2 кизилинки на протяжении дня глотала. Также я был в Италии, в Черногории вернее, и у моего товарища, у него сад свой, где он выращивает оливки. И у него оливки очень маленького размера. И он тоже мне посоветовал, он говорит, в случае, если у тебя когда-либо появится геморрой, то на протяжении недели глотай вместе со шкуркой вот такую оливку с косточкой. Но только выбирай маленькую, небольшую. Немного, а там 1-2 на протяжении дня. И говорит, что на протяжении недели 2 геморрой исчезает. Я не знаю, это правда или нет, но из песни слов не выкинешь. Я, как вы знаете, являюсь коллекционером народных таких необычных традиций, поэтому я их всегда говорю у себя во время этих вебинаров. Ну а если вам не будет это нравиться и вы скажете, я с удовольствием готов прекратить это делать. Добрый вечер, гуру здоровья и счастья. Чем чревата гормональная терапия с преднизолоном? Спасибо. Очень часто человек, когда вообще, почему человечество начало использовать преднизолон? С чем это связано? Преднизолон — это гормон, который должен вырабатываться у нас корой надпочечников. Кора надпочечников у нас вырабатывает гидрокортизон. Вернее, вырабатывает кортизол, который в дальнейшем и вырабатывает еще и гидрокортизон. Когда вырабатывается данное вещество, то его функция прежде всего противовоспалительная. Оно увеличивает расщепление белков. С чем это связано и почему в человеческом организме перестают расщепляться белки вообще, где они берутся, что это за белки, которые нужно расщеплять? Как правило, по моему мнению, опять-таки это мнение исключительно человека, занимающегося наукой более чем человека, который изучал эту тему и там глобально изучал тему, потому что тема серьезная, и вот так вот можно использовать гипотезы. Я как бы буду использовать гипотетическую тенденцию, объединяя системы, и будем там разговаривать об этом. Итак, у человека есть ряд заболеваний, которые формируются вот таким образом. Допустим, системная волчанка или, допустим, давайте ревматоидный артрит. Все знают причины ревматоидного артрита, их много. Это какие они могут быть? Это увеличение С-реактивного белка. С-реактивный белок — это определенного вида белок, который находится в крови и который, в отличие от обычных белков, из которых состоит наше тело, становится реактивным. То есть когда обычные белки спокойны, то реактивный белок, он неспокойный, то есть он более активный. Обычно С-реактивные белки, они могут быть как нашими белками, то есть это могут быть белки эритроцита, то есть эритроцит как с ума сошел. Это также может быть и агрегация не происходит, то есть это может происходить на фоне низкого протромбинового индекса. И второй вариант — это и повышается СОЭ, степень оседания эритроцитов, то есть сам эритроцит становится беспокойным.
или реактивным. И это может быть на фоне антистриптолизина, специального вещества, который почему-то в крови появляется и который как раз говорит о том, что в крови находятся, скорее всего, белки, которые связаны, видимо, с вирусами. Это могут быть вирусы стафилококка, стриптококка, гонококка и каких-либо кокков. Сколько их? Стафилококков около 200-300 наименований в организме могут присутствовать. Стриптококки, их может быть до 500 наименований. Многие из них мы не можем идентифицировать. Они могут иметь разные названия, но в большинстве своем мы имеем общую картину. Обычно кора надпочечников справляется с тем, чтобы бороться с такими инфекциями и подавляет такие вирусы, которые в нашем теле находятся. В этом участвуют еще и системные иммунные органы. Это тимус, выделяя клетки, которые могут... Это то, что выделяется нашей кровью или формируется нашей кровью. Это могут быть клетки, различные клетки наших лейкоцитов, это и лимфоциты, и эозинофилы, и базофилы, нейтрофилы, это иммунные клетки, иммуноглобулины, это цитокины, которые могут формировать и уничтожать прямо такие белки. Но очень часто этого всего не происходит, и подключается функция наших надпочечников. Функция наших надпочечников, она способна превращать и запускать кортизон, гидрокортизон. Но этого не происходит, если человек находится постоянно в стрессе. Он постоянно находится в нереальном стрессе. Почему? Нереальный стресс может идти из нескольких частей. Это может быть стресс, который связан с психикой. То есть человек не может реагировать на стресс, он все время стрессует. Это типаж человека. То есть человек вспыльчивый, человек терпеливый, человек загнал себя. Это может быть второй вид стресса, когда у человека... Почему стресс так влияет? Когда человек испытывает стресс, то у него формируется в большом количестве кортизол, который вырабатывается надпочечниками. Из кортизола происходит расщепление и формируется гидрокортизон, и гиалуроновая кислота, и надпочечники еще и создают минералокортикостероиды. Очень часто так бывает, что у человека на фоне высокого кортизола не вырабатывается гидрокортизон. То есть этому человеку нужно успокоиться. Это стресс первого уровня. Второй стресс, допустим, это стресс желудочный. У человека на фоне нервов человек психует, нервничает, стрессует, переживает, у него очень повышается кислотность желудка. В тот момент, когда повышается кислотность желудка, нижняя антральная часть желудка обычно связана с формированием пепсина. А пепсин и трипсин являются теми, и еще и гастрин, являются теми, грубо, ферментами, которые выделяются поджелудочной железой для того, чтобы расщеплять белки. Белки, в свою очередь, не расщепляются, не усваиваются. Многие из этих белков, неусвоенных, они проникают нам в кровь, становятся реактивными белками или по-другому битыми. Реактивными они становятся из-за того, что цитокины начинают их атаковать, не могут ничего с этим сделать. Т-киллеры пытаются с ними что-то сделать, фагоциты пытаются. В этом всем появляется выращивание или увеличение лимфоцитарного такого индекса. Это все нагрузка на наши почки, появляется аутоиммунный пилонефрит, и там появляется где-либо там сопутствующее этому заболеванию. Либо второй вариант, человек имеет алкоголь или имеет привычки какие-либо, он принимает алкоголь или у него очень много глюкозы, много переживаний, повышенная кислотность желудка, при этом у него плохо работает печень, и при этом у него очень частое явление, особенно у женщин, это называется гипомоторная дисфункция желчного пузыря. По-другому дискинезия желчных протоков, может быть гипомоторная дисфункция еще и слепой кишки. Это называется запор
То есть гипомоторная дискинезия слепой кишки, гипомоторная дисфункция желчного пузыря. Это когда они не справляются с той работой, которую вынуждены делать, и из-за чего желчь накапливается. А желчь это как раз щелочь, она бы могла ощелачивать, она не ощелачивает, потому что кислоты очень много. А кислоты много, потому что это реакция человека на свои переживания, на то, что он не может себя. Именно поэтому очень часто врачи говорят, что все болезни у человека, они могут происходить от нервного состояния. И все болезни могут происходить из того, что человек психует. Но часто очень на фоне того, что человек спокоен. Но здесь, конечно, еще нужно сказать, немаловажно, это тотальное воздействие и экологии, тотальное воздействие радиации, ее никто не отменял, а она, кстати, повысилась. Это тотальное влияние гербицидов, пестицидов, о которых я говорил в самом начале. Это тотальное влияние масс-медиа, это еще и тотальная вирусная инфекция, которую мы постоянно получаем. Количество вирусных инфекций, количество их разновидностей со временем вырастает. Сюда нужно еще приложить большое количество влияние микозов, потому что микозы, их почему-то сейчас на них никто не обращает внимания, а очень много людей болеет микозами, очень много людей имеют молочницы, вагинальные дисбиозы, кишечные. Микозы у нас распространяются в кишечнике, дисбиозы на фоне употребления, допустим, антибиотиков. О дисбиозе тоже можно говорить. Человек имеет хронический дисбиоз, у него хронический гипофункция желчного пузыря, у него хронически не усваивается белок в желудке, он хронически переживает стрессы, он инфицирован герпетическими заболеваниями, у него низкий иммунитет, на него влияет радиация, он не может успокоиться. Это все в комплексе приводит к тому, при этом переживания приводят к увеличению кортизола. Это все в комплексе приводит к тому, что целые системы, из которых состоит наш организм, они пришли в состояние наверное, изнашивания. То есть они не могут жить дальше, они не знают, что необходимо спасать. И на фоне общего, в общем-то, здоровья у человека, который никогда, как говорит обычно человек, ничем не болел, не понимая, что его хроническое вздутие и диарея это уже и есть болезнь, его хроническое запор это уже и есть болезнь, его неформирование стула и кала это уже и есть болезнь, белый налет на языке с утра это уже и есть длительная болезнь, которой он болеет. И когда суставы болели на протяжении 3-4 лет, на это нужно было обращать внимание. И когда были вагинальные выделения, или был какой-нибудь зуд, или высыпание на теле, или выпадение волос. И это могло быть связано как раз с тем, что повышенная кислотность желудка, у нас не усваивается кальций. Потому что это тоже минералокортикостероид, который должен тоже стимулировать работу надпочечников. Плюс туда переживание, переохлаждение, вирус, неправильное питание, радиация и так далее. Человек, он находится в состоянии такого гиперстресса. И когда человек говорит, а есть ли какая-нибудь таблетка, которая бы могла спасти или которая бы могла помочь, вы понимаете, что здесь как раз и необходим глобальный, большой, и достаточно широкий такой пластический подход к общим системам и общему, в общем-то, жизнедеятельности человеческого существа. И когда человек говорит, а можно ли мне это не принимать? Я думаю, что нет, потому что это один из самых простейших способов все-таки привести человеческий организм или помочь этому организму справляться. Да, ваше употребление гидрокортикостероидов, преднизолона, мидрола, какие там есть еще аналоги, какие есть что там, мидрол, преднизолон, метотрексат, да. То есть все эти разновидности использования гидрокортизон в уколах, все эти гидрокортикостероиды, в общем-то стероиды в дальнейшем, гидростероиды в дальнейшем, они необходимы. Потому что в случае, если этого не делать, то тогда организм увеличивает количество воспаляемости.
происходит разрушение новых, и чем это может замешаться? Можно ли перетерпеть? Да. Если человек очень долгое время будет перетерпливать свой, допустим, перетерпливать свой, ну что там, ревматоидный артрит, потому что ревматоидный артрит, он тоже может иметь стихийную такую природу, то есть там болеть, когда холодно, облегчение может быть летом, человек намазал там керосином с мылом и содой, и там легче, потому что мази помогает, а сама система, она все равно и работает на износ, и с каждым разом все хуже и хуже, и это в дальнейшем может повлиять на развитие заболеваний уже гематологических, что мы очень часто и наблюдаем как врачи, что, допустим, развитие, допустим, там, если человек долго не лечит ревматоидный артрит, то у него в дальнейшем может формироваться гемофилия. В дальнейшем мы можем увидеть там различные заболевания уже крови, там гомеопоэза клеток эритроцита, формирование клеток эритроцита, уменьшение клеток эритроцита и так далее. То есть страдает уже костный мозг, он в напряжении, начинают страдать от этого ростки, и в дальнейшем с этим связаны заболевания, уменьшение тромбоцитов, уменьшение эритроцитов и уже целые, которые потом имеют уже такую злокачественную функцию. То есть человек говорит, у меня уже злокачественная, но она же не была бы злокачественной, если бы до этого кто-нибудь обращал внимание на то, что есть целый комплекс нарушений. И тут сразу же такой вопрос, так что можно или нужно или нет? Несомненно, это несомненная необходимость, прямо несомненная необходимость при тяжелом течении какого-нибудь аутоиммунного заболевания, это прямо необходимость применять гидрокортикостероиды. Это необходимость. Есть еще и заболевания, допустим, это заболевания там, кисты надпочечников, которые могут привести там, к какому-нибудь заболеванию. Какие там, я знаю, заболевания? Ну, там, Коновалова-Вилсона, там, как же оно называется? Ладно, вспомню, скажу. Плохо я учился, видимо. И тут такой вопрос стоит, а что же делать, Андрей Андреевич, а что же есть, а что же пить, а чем же лечиться? И вот тут как раз на помощь могут прийти понимание общих функций. Понимание общих функций человеческого организма, которые могут поддерживаться и на которые нужно обращать внимание. И на это мы должны обратить внимание, и сегодня об этом можно говорить. Какие это функции и с чем их едят? Итак, первая функция, на которую стоит обратить внимание, как говорит тибетская медицина, это функция нашего желудка, его объединение с его сознанием. Наш желудок очень реагирует на наше сознание. В тот момент, когда человек нервничает, у него всегда повышается кислотность. Еще более повышает кислотность любые стимулирующие психику препараты. Женьшень повышает кислотность, радиола повышает кислотность, кофе нереально повышает кислотность. В тот момент, когда вы засыпаете и выпиваете что-то, что повышает вашу деятельность, то есть вы засыпали, у вас была усталость, вы выпили там алкоголь, и у вас появились силы, появилось настроение, поставьте тире. Это у вас повысила кислотность. Когда у вас повысилась кислотность, что это обозначает? Увеличение уровня соляной кислоты. Соляная кислота в нашем кардиальном отделе, в теле желудка. В общем-то, ничего в этом страшного нет. Но плохо, когда она спускается, и там есть антральный отдел, в котором она может нанести уже непреодолимый удар. Вот когда она достигает у нас уже клапана, должна выйти в 12-перстный кишечник, в 12-перстную кишку, то в 12-перстной должно произойти процесс ощелачивания желчем. Но этого тоже может не происходить, потому что очень большое количество кислоты, потому что желчь закрыт на фоне того, что жировой гепатоз печени, потому что, и много всего еще. Потому что не реагирует очень высокая кислотность. И почему это не хочет желчь выделяться? Потому что там есть такой осмос, знаете, в случае, если кислотность
и щелочная реакция, то кислотная реакция, она всегда подавляет и всегда давит в сторону щелочной. Поэтому, когда, допустим, желчь открывается и она должна прийти ощелачивать эту пищу в 12-перстной кишке, то в случае, если там будет кислота, то она может толкать эту кислоту, вернее, желчь в сторону желчного пузыря. Очень часто такое явление происходит, что приводит в дальнейшем к ухудшению деятельности поджелудочной железы, уничтожению островков Лангерганса. В дальнейшем это может привести к заболеванию сахарный диабет первого типа, ну и может, конечно, привести к многим заболеваниям. Когда сейчас говорят, что кофе очень полезно, пейте кофе, нет. Кофе для этого мира напиток ненужный. Кофе для этого мира напиток, который также убивает, как человека убивают сигареты или алкоголь. Хотите пить, ваше дело, мне вообще все равно. Верите в то, что он омолаживает и делает там доктора Петрика моложе и так далее, но это такое дело. Я же хочу сказать, что нет, кофе это не очень безопасный напиток для человека, у которого и так, в общем-то, хватает ударов со всех сторон. Вы знаете, что я брал группу женщин, которые, ну, там, молодые женщины, которые обращались ко мне с проблемой, которая связана с галитозом. Делил группу, это плохой запах изо рта. Делил группу на два типа женщин. Это женщины, которые употребляют кофе, и женщины, которые не употребляют. Они все использовали антацидные препараты. И на протяжении какого-то времени у тех, которые принимали кофе, количество состояния увеличения запаха изо рта продолжалось. А у тех, которые отказывался, после отмены препаратов запах не возвращался. Поэтому я могу сказать, что очень часто как раз нервное состояние, к которому добавляется большое количество кофе, приводит к тому, что у женщин формируется, и у мужчин в том числе, формируется заболевание плохого запаха изо рта. У вас плохой запах изо рта, не пейте алкоголь и кофе. Они ухудшат ваше состояние. Но я не фанатичный приверженец запретить. Я не Гитлер, который сжигает книжки, и поэтому в случае, если у человека есть умеренная, если у человека нет проблем, если у человека нет гипертонического заболевания, если у человека нет повышенной кислотности, если у человека нет плохого запаха изо рта, то такой человек может иногда баловаться кофейными напитками. В случае, если у вас повышенное артериальное давление, избыточный вес, в случае, если у вас стресс, если вы нервный человек, психованный, в случае, если у вас там дискинезия желчных протоков, есть проблемы печени, в случае, если у вас есть геморрой, в случае, если у вас есть плохой запах изо рта, ну, наверное, кофе это не особо для вас. Поэтому, а если вы его и безумно обожаете и не можете видеть себя без этого, без данного напитка, но старайтесь перенести его использование к уменьшенной дозировке в первой половине дня. Старайтесь кофе подщелачивать. Что значит подщелачивать кофе? Это добавлять в кофе молоко, которое уменьшает кислотность кофе. Также можно в кофе добавлять вещества, которые могут уменьшать риск выработки кислоты. Это любые сладкие вещества, особенно там лимонный сок, или можно там лимонный сок и мед. Не знаю зачем. Вообще самое лучшее ощелачивающее вещество, которое увеличивает щелочь в желудке, это яблочный сок. Поэтому кофе с яблочным соком, по примеру Вьетнама, самый правильный напиток для тех, кто любит кофе. Так вот, вернемся все-таки к нашему желудку. Итак, у нас есть проблема. Первая проблема — это, конечно, проблема нашей нервной системы. Что разрушает нашу нервную систему? Это недостаточность сна. Второе — это недостаточность засыпания. Третье — увеличенное количество нахождения в телефоне в одной позе.
Четвертое. Отсутствие активности. Иногда человек как животное, должен забегать только в норку. Все остальное время он должен шевелиться. У нас наоборот. Это гипомоторная функция наших мышц. То есть мы не шевелим нашими мышцами, они не сокращаются. Это увеличивает молочную кислоту в нашей крови. Молочная кислота, как известно, она накапливается у нас в митохондриях, которые не справляются с молочной кислотой. И происходит задержка молочной кислоты во всех митохондриях. И это в дальнейшем приводит к старению, изнашиванию нашего организма. Конечно же, увеличивается количество аммиака при этом, который появляется у нас в крови. Это приводит к ухудшению нервного состояния, то есть появляются у нас там нервные подергивания, появляются заболевания нервной системы и так далее. Появляется заболевание позвоночника. Поэтому относитесь к своей нервной системе. Какие БАДы могут помочь человеку? Тибетская медицина давно говорит, что человека нужно успокаивать. Но если нужно было успокаивать в 14-16 веке, когда писались книги Вардурьян Бой и Илхан Тхапс, то говорить о начале уже 21 века, говорить в 21 веке о том, что нужно успокаивать, да сейчас без успокоительных жить нельзя. Поэтому есть такие вещества, которые человеку предельно важны и нужны. Человек живет постоянно со сбитыми циркадными ритмами, поэтому человеку необходимо использовать мелатонин на ночь. Что такое мелатонин? Это нейрогормон. Но на самом деле, если рассматривать нейрогормон, то он состоит из всего лишь одной аминокислоты. Что такое аминокислота? Когда вы кушаете любые белки, то любой белок, попадающий в ваше тело, это полимер. Полимер — это условно вещество, состоящее из слипшихся или объединенных между собой определенными связями цепочки аминокислот. Цепочки аминокислот, они используются нашим телом таким образом, чтобы создавать свои цепочки аминокислот. Допустим, цепочка из аминокислот, которая называется инсулин, является гормоном. Но из чего делается гормон инсулин? Он фактически делается из белка. Белок — это основа нашего существования, и человек, и все его процессы гормональные, эндокринологические, они все созданы из белковых соединений и белковых цепочек. Когда я сейчас слышу, что кто-то говорит о том, что к аминокислоте, которую человек использует, допустим, мелатонин, может произойти у человека привыкание, человек говорит глупости. Почему? Наш организм не может вырабатывать никакого привыкания к белкам и аминокислотам. В каком бы количестве наш организм не получал аминокислоты и белки, наш организм способен с ними справляться путем их метилирования, расщепления и путем их выведения. Двумя способами. Это способ печеночный, почечный, все это через кровеносную систему. Все наши клетки, в случае, если вашему нуклеус аккумбенсу или гипофизу или эпифизу нет необходимости в дополнительном мелатонине, то заставить этот мелатонин усваиваться вашим эпифизом дополнительно невозможно. И уж точно он не привыкнет к тому, чтобы вы ему давали. Это, знаете, если бы так было, то тогда человеку, которому дают инсулин, не нужно было бы в дальнейшем давать инсулин, потому что поджелудочная железа начала бы вырабатывать свой инсулин и уже бы вырабатывала свой. Но нет, этого не происходит. Инсулин не вырабатывается, потому что сломался инструмент, островки Лангерганса перестали функционировать, из-за чего не вырабатываются белки эти. Поэтому и не вырабатывается их объединение за счет рецепторов островков Лангерганса. И, конечно, эти все процессы, они у нас четко регулируются. Не бывает такого, что человеку давать, сколько бы человек ни принимал мелатонин, у человека не будет он усваиваться и будет просто выходить у вас через перистальтику.
Поэтому не обращайте внимания на тех, кто говорит, нельзя долго принимать мелатонин. Все это полная ерунда. Даже если вы где-либо прочитаете, что может это все гипотезы, они не доказанные, нет ни одного случая зависимости у человека от мелатонина. То есть человеку, у которого был нормальный сон, начали давать, или группе людей начали давать на протяжении 1 года мелатонин, большую дозировку перед сном, их эпифиз перестал функционировать, при отмене мелатонина у человека началась бессонница. Таких исследований я не видел, но могу сказать, что такие исследования проводились. Поэтому нет, этого не может быть и этого не бывает. Поэтому кто бы ни говорил, что там зависимость от мелатонина, зависимость от L-триптофана не возникает. Это обычные аминокислоты, обычные белки, просто аминокислоты, состоящие из одной аминокислоты. Точно так же, как применение L-аргинина, L-карнитина, L-арнитина. Это все аминокислоты, которые помогают вашей печени. Допустим, L-карнитин помогает гепациту формировать свой собственный отклик, который должен состоять в том, что он может формировать расщепление жиров и переводить жиры в глицерин и производить фосфатазу этих жиров. То есть эти жиры должны расщепляться и после этого должны либо переходить в состояние холестерина, или становиться еще чем-либо, или при помощи фосфатазы расщепляться, остатки фосфатазы выводить при помощи дефекации или каким-то способом метилирования. Таким образом, если рассматривать нас, то это глупость. Конечно же, такие вещества, как L-триптофан, они необходимы, потому что мы недополучаем L-триптофана. L-триптофан, он прекурсор, из него делается серотонин. А серотонин — это гормон счастья, гормон спокойствия. Чем отличаются наши нейрогормоны? Наш дофамин — это счастье и радость. Наш серотонин — это спокойствие и такое удрученное, но очень теплое, спокойное состояние. Адреналин дает человеку заряд, он хочет бежать, ему хочется что-то делать. Окситоцин — обнимать кого-то хочет. Мелатонин — человек хочет заснуть, и ему это удается сделать. Что у нас какие у нас есть? Норадреналин, который вырабатывается у нас надпочечниками, дает человеку разум, аналитику. Поэтому все гормоны важны. Так вот, человеку же необходимо спокойствие, он же не может все время в возбужденном состоянии. И вот для возбужденного состояния нам и необходимы кишечные гормоны, которые вырабатываются на 80% у нас в кишечнике из L-триптофана, вырабатывается в дальнейшем, из L-триптофана вырабатывается в дальнейшем серотонин, который проникает в кровь и который попадает в наш мозг, который является нейрогормоном. Когда человек переживает, в его нейроне накапливается адреналин. Этот адреналин накапливается и не дает места для высвобождения адреналина из нейрона. Нейрон поражается или остатком этого адреналина. Адреналин окисляется, мешая нейрону функционировать. После чего необходим вещество, которое может объединяться с адреналином. Это вещество называется серотонин. Поэтому оно и циркулирует по всему нашему организму для того, чтобы объединяться с адреналином, уменьшать адреналин. Поэтому у человека, который голодный, у него более нервное состояние, а человек поел, белки получил, у него начал вырабатываться L-триптофан. L-триптофан начал превращаться в серотонин. Серотонин начал захватывать ваш адреналин. Адреналин перестал сжимать ваши сосуды, кровь начала функционировать нормально, вы успокоились. Поэтому для человека важно и кушать. Поэтому во время стресса поправляемся, потому что у нас что-то не так с кишечником. Почему? Дисбиоз. Кто виноват? Антибиотики. Антибиотики привели к дисбиозу. С чего необходимо начинать любое лечение? Первое, хорошо бы начинать с нормализации циркадных ритмов. Это применение мелатонина. 1 таблетка на ночь. Второе, применение магния. Магний участвует в успокоении нашей нервной системы, приводит ее к норме. Одна из особенностей магния — это
увеличение адаптации человека к стрессам. Почему магний так устроен? Особенность магния заключается в том, что он воздействует на интиму сосуда. И сосуд может на магний включать реакцию расширения. Это называется вазодилатация. И такой сосуд расширяется за счет магния. Также почему? Потому что магний является еще и естественным миорелаксантом. Болезни позвоночника, миорелаксант необходим. Поэтому, когда у человека болезни позвоночника, человеку необходим магний. Когда у человека запор, человеку необходим магний. Когда у человека есть проблемы там, печени и желчных протоков, магний необходим. Когда у человека глаза болят, мигрени, магния не хватает. Когда у человека ощущение мышечных спазмов и ощущение, будто все время там мышцы находятся в зажатом состоянии, паттерны называется, то необходим магний. Во всех этих случаях магний необходим человеческому. Когда мы его теряем? Вся проблема не в том, что мы его теряем, вся проблема в том, что мы его не умеем сами вырабатывать. И второе, наши растения, которые выращиваются, то в этих растениях чрезвычайно малое количество магния. Почему? Магниевые удобрения не используются, а в процессе, магниевая почва или богатая магнием, она тоже не особо распространена на Земле. Также большое количество удобрений, допустим, калиевые удобрения, калиевая селитра, которую используют для выращивания продуктов питания, очень часто подавляет, это происходит, калий является антагонистом магния, поэтому, используя калий, может подавляться количество магния и накопление его в продукте. Поэтому магний, в общем-то, он такой ущемленный, а мы его не получаем ни с чем. Большое количество магния есть вот в яблочном соке, в яблочном уксусе. Магний есть вот в разных там капустах, кальраби, магния много очень в цветочном меде, даже в липе. И магний очень необходим человеку. Но мы же не кушаем сладкого, мед доктор Берг запретил кушать. Поэтому магний нам необходим, именно поэтому нам и необходима вот такая форма, более легкоусваиваемая. Ну и такая форма, это уже цитраты магния, которые вот есть в нашей компании. Препарат называется Magnum Cit 300. Я даже когда-то записал полуторачасовую монографию, где я рассказывал о препарате Magnum Cit 300 и большом количестве исследований, которые выполняла моя компания совместно с немецкой компанией. И очень много было исследований, пытались этот препарат Magnum Cit 300 сделать медицинским препаратом, но, знаете, не хватило денег для... Предклинические испытания были проведены, а на клинические испытания и дальнейшее продвижение не было денег у компании. Поэтому это все остановилось на предклинических испытаниях. Там люди защитили свои диссертации, занимаясь такой наукой. В общем, мы знаем много таких примеров. Вот, допустим, там пример профессора Анатолия Михайловича Потопальского, который в 1984 году почти что получил Нобелевскую премию и стал человеком мира. Почему? Вы знаете, у нас в Украине из Коростыни, он, по-моему, был такой ученый. Он до сих пор жив, Анатолий Михайлович Потопальский. И он создал 3 препарата. Один препарат изотизон из барбарана, там делается путем фосфорилирования. Далее, который имеет противоопухолевое действие, препарат получил название изотизон. Второй препарат амитазин, который делался тоже из вещества, которое выделялось из чистотела. И оно имело очень яркое воздействие на людей, и при инъекциях у людей пропадали онкологические заболевания 3-й, 4-й степени. Я лично читал исследования такие, в которых были
описаны случаи при онкологии груди третьей степени, уже с поражением костной системы, когда начинали вводить данный препарат, то начали появляться рубцующиеся ткани, лоскуты, такой геморрагий, после чего уже гниение это останавливалось, появлялся потом такой микронекроз, его очистили и поставили туда лоскут, как вот при ожоговых заболеваниях, и потом затянулось, и, в общем-то, безоперационно заболевание было снято. Такие случаи были не единичные. И общаясь с Анатолием Михайловичем, он мне сказал, что очень много было исследований различных препаратов, он их выпустил около 3 или 4, которые имели просто уникальное воздействие. Целая была у нас лаборатория прямо исследовательская в Украине, и в свое время он предлагал всем нашим великим вождям, чтобы они занимались исследованием, применением и так далее. Там очень много было свойств. Одно из свойств изотизона это люминесцентное действие, которое давало возможность воздействовать на человека и считывать онкологические новообразования за счет вот люминесценции самой опухоли. Но это очень уникально вообще, и это было интересно, и сам он был не против. Сейчас он уже взрослый, и я не знаю, в Украине он сейчас или нет, но идеи его были новые, торжественные и так далее. Почему это никуда не пошло? Ну, потому что наша система медицины, она устроена по принципу использовать все, что придумано, уже придумано, используйте, а все новое использоваться не будет. Сейчас как бы открыты двери для изучения и создания новых уже аминокислотных белковых соединений, поэтому мы видим революции вот в этой отрасли. Ну и это будет, наверное, будущее. Ну, а нам, как и есть, приходится использовать вот подручные средства. Ну и поэтому я и рекомендую использовать мой препарат Magnum CIT-300, который вы можете использовать для стабилизации нервной системы. Тибетская медицина, она тоже не оставалась сбоку, и в свое время рекомендовала 3 тока или давала 3 рецепта таких, которые должны были остановить 3 психических тока человека или 3 ветра. Первый ветер, который создается у человека, когда человек очень перевозбужден. И препарат называется у нас Сирантал. То есть, когда человек перевозбужден, он чешется, дергается. Второй препарат, когда у человека судороги, этот препарат Морбустоп. Третий препарат, когда у человека навязчивые идеи. Навязчивые идеи — это препарат Паставит. И четвертый препарат — это когда у человека уже галлюцинации, психизмы, когда у человека уже делирий и с галлюцинациями. И это препарат называется у нас абсантин. То есть это тибетская медицина, она вот рекомендовала и попробовала. Из такой гомеопатической медицины, конечно же, я взял влияние лития. Мне очень нравится литий, общее влияние воздействия парадоксальное, кстати, до сих пор непонятное, почему литий влияет на ЦНС. Тем не менее, имеет успокаивающее действие, сродни, наверное, тому, как влияет магний. Поэтому и принимают препараты лития. В нашей компании препараты лития — это ЛЛС. LCC. Ну и второе, это общая система, это наш дисбиоз на фоне антибиотиков, на фоне алкоголя и кофе. Как лечить дисбиоз? Даже в случае, если человек когда-то принимал антибиотики, он должен знать, что часть антибиотических структур имеет постоянную колонию, которая может постоянно находиться у вас в кишечнике. И биохакинг, сейчас модное слово. Биохакинг — это прежде всего восстановление вашего кишечника. Чем? Кишечник хочет есть. Чем он питается? Он питается щелочами, и он питается этими клетчаткой. Он питается щелочами и клетчаткой. Поэтому клетчатка — это семена льна, а щелочами лимонная кислота, яблочный сок. pH их более низкий, чем соляная кислота. Поэтому условно можно назвать их, хоть они и кислые, но все равно щелочь. Далее.
это восстановление самой микрофлоры, это применение пребиотиков, из которых могут вырасти наши биотические структуры. Пребиотиками является инулин. Инулин используется в моем препарате, который называется инулактин. Препарат инулактин. И в нем же находятся еще и пребиотики или пробиотики. Пребиотики это инулактин, а пробиотики это лактобактерии. Их там несколько видов, которые я рекомендую применять. Поэтому для восстановления вашего пищеварения вам необходимо первое принимать инулактин, препарат 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день, этого достаточно. Пить обязательно, принимать клетчатку. Клетчатка это, допустим, семена льна. У нас есть порошок из семян льна, можно заваривать 1 чайная ложка на стакан там, кипятка, разболтали, и когда остыло, там, ложечкой или через трубочку пить это на протяжении дня. Можно принимать порошок в виде шрота. Я все-таки за порошок. Мне кажется, его действие гораздо удобнее и лучше. Сейчас мы делаем еще из него препарат. Далее, использование карбонатов кальция. Сейчас мы выпустили карбонат кальция, он может очень ощелачивать желудок и ощелачивать кровь. Великолепный препарат. Я очень рекомендую всем людям, у кого повышенная кислотность желудка. Такая баночка, как инулактин, мы продаем сейчас, и там карбонат кальция, одна там маленькая мерная ложечка, ровно 1 грамм. 1 грамм на 1 литр воды превращает в воду, в щелочную воду. Такая щелочная вода становится очень полезной для нашего желудка. Можно смело применять, камней в почек от этого не будет. Вода действительно становится очень мощной, сильнодействующей, восстанавливает у человека желудок, желудочно-кишечный тракт, пребиот кишечный, приводит в норму нашу биотическую кишечную флору и инулактин. Ну и, конечно, стабилизация усвоения белков. Это препарат, который имеет название пепсин в нашей компании. Пепсин. Из продуктов питания, которые полезны или которые вредны, все полезны и все вредны. На самом деле любой переизбыток любых продуктов вреден точно так же, как и опасен. Очень много сладкого вредно, очень много белка вредно. Если очень много белка и у человека не усваивается белок, то может развиться там какое угодно заболевание. Ну, допустим, самое простое, это оксалаты могут повыситься, но непростое может появиться пилонефрит. Или даже почечная недостаточность. Это может развиться еще и в легочную недостаточность. И у многих людей на фоне того, что они используют много белка, может развиться заболевание легких. Это астма. И человек говорит, а чего у меня астма? Потому что у вас там нарушена пребиотическая структура или биотическая структура кишечника. Ну и там можно копать это до бесконечности. Ну и дальше, дальше что лечить? А дальше необходимо очищать нашу кровь и очищать нашу желчь. От чего? От застоев. Кровь очищается препаратом гемартан, а желчь амарум горькими растениями или горечами. Горечи очищают наши желчные протоки и заставляют наш желчный пузырь функционировать хорошо. Поэтому принимаем лунглин препарат или принимаем амарум дуйку, когда ваш организм кричит о том, что у него переизбыток желчи. Он кричит в тот момент, когда у вас появляется заболевание кожи, потому что тибетская медицина говорит, что исключительно все заболевания кожи, особенно на лице, на руках, заболевания астмы, они все связаны с закрытыми желчными протоками, с заболеваниями желчного пузыря, с заболеваниями печени, с переизбытком желчи. И они все там советуют использовать карбонат кальция и использовать горечи. Среди горечи они там рекомендуют использовать растения, которые имеют горький вкус. Я сделал аналог, сделал растения, которые имеют горький вкус. Конечно, это там разные виды полыни.
и зверобоя, и там это горячавка. Мне очень, кстати, нравится горячавка. Горячавка на спирту. Но, правда, спирт здесь не очень уместен, когда человек работает с печенью. Я был когда-то в Черногории, и мне человек говорит: вот начнешь пить настойку сливовица с горячавкой и вылечишь печень от всех заболеваний. Я смотрю на него, а он такой черный, циррозный. Я говорю: я не верю. И кашляет. Я говорю: я что-то не верю. Но горячавка, она имеет такую возможность действительно помочь нашей печени освободиться. Больше необходимо тем людям, у кого есть проблемы повышенной кислотности желудка. У тех, у кого есть запор, горячавка может стимулировать моторику слепой кишки. И далее куда идти? Далее повышение иммунитета после этого всего. А повышение иммунитета — это любые продукты или любые вещества, которые могут стимулировать наш иммунитет. Какие это вещества, которые могут стимулировать наш иммунитет? Ну, опять-таки, это аминокислоты. На первое место можно поставить две. Это цистин, из которого вырабатывается цистерин, который вырабатывает глутатион, который в свою очередь является помощником для наших митохондрий, для того, чтобы они не разрушались и вырабатывали АТФ, для того, чтобы наш организм жил. Потому что в печени разрушаются гепатоциты на фоне алкоголя, на фоне вирусов, на фоне белков, после чего необходимо давать человеку цистин и глутатион, тогда печень приходит в норму, поэтому и цистин, и глутатион — это супер. Поэтому наш препарат — это цистин. Цистин в итоге это прекурсор глутатиона, поэтому и цистин необходимо, он соединяется, и глутатион необходимо, он помогает клеткам. Поэтому я бы рекомендовал принимать не глутатион, а цистин, потому что получая цистин, вы получаете два вещества. Цистин превращается, цистерин, цистеин превращается в глутатион. А если вы просто принимаете глутатион, он ни во что не превращается, он просто лечит печень и все. А если цистин, то он лечит клетки, убирает проблему старения, убирает радиацию из организма и вырабатывает глутатион. А в случае, если вы цистин принимаете, а если вы глутатион, то ничего, просто на печень действует. Поэтому, если выбирать цистин или глутатион, то лучше цистин. И это стимулирует иммунитет. Ну и иммунные любые вещества, ну вот с таким парадоксальным воздействием, это бетулин, бетулиновая кислота, ресвератрол, далее кверцетин, далее куркумин. Вот они все стимулируют иммунитет, вот они полезны. Ну и когда я начинаю смотреть, допустим, какого-нибудь врача, он говорит: можно отменить гидрокортизон, можно отменить медрол, там, если человека парить, если человека там, ну нет же. Ну нет же, а есть еще гормональные сбои, есть еще анамнез, это заболевания, которыми болел до этого человек, есть сопутствующие болезни. Нет же, каждое человеческое существо — это прежде всего набор всевозможных как заболеваний, так и конституций, всевозможных конституций. Каких конституций? Это конституция тела, конституция сознания, конституция гормональная. Конституция реакции там пара, симпа и так далее. То есть это ж все там особенности реакции нервной системы конституционной и так далее. То есть это сложный механизм. Я всегда говорю, человеческое существо — это большой кубик Рубик, и ну, нет чего-то такого одного, что от всего. Ну и нет. И, конечно, когда у человека будет выбор, как задает вопрос Елена Бражунас, чем чревата гормональная терапия, то здесь впору было бы правильно сказать, чем чревато неиспользование гормональной терапии. Так вот, чревато дальнейшим онкологией крови. А вот не чревато дальнейшим улучшением жизни, которое даст возможность в виде времени, которое может помочь вам переосмыслить свою жизнь, начать заниматься медитациями,
увеличить количество сна, заниматься своим микробиомом кишечника, использовать магний, использовать успокаивающие препараты, лечить кишечник, начинать очищать кровь, лечить препараты, принимать препараты, которые являются горечами, лечить печень, увеличивать препараты для иммунитета. И вот таким образом еще и здоровый образ жизни, дыхание, потому что дыхание очень чрезвычайно важный элемент. Почему? Ну, давайте вспомним, если человек не дышит, то что с ним происходит? Он умирает, как говорят у нас за Одессы. Живет или умирает, неважно, как говорят в Одессе, лишь бы здоров был. Поэтому дыхание важно. А водичка, конечно, без воды человек 7 дней может умереть, если не будет пить. Поэтому вода и воздух прежде всего. Вода и воздух важны, друзья мои, но точно важно и все остальное. Поэтому обязательно еще и ко всему увеличение теплого питья. Это не активная физическая активность. Почему? Потому что человеку не нужна физическая активность активная. В большинстве своем животные ленивые, они споймали, да лежат и там наращивают свой жир. Но у них есть переход с одного места в другое, они это делают в состоянии такого естественности, это дыхание на улице, это ходьба небольшая, без особых стрессов. Без особых стрессов. Опять-таки человек занимается спортом, теряет жидкость. Когда жидкость теряется, то организм декомпенсирует эту жидкость увеличением жиров. Поэтому человек ходит в тренажерный зал, бегает, там из него выходит жидкость, он ее не может декомпенсировать, потому что она не усваивается. И после этого получает увеличение жира. Говорит, да что ж такое, я хожу в спортзал, а у меня вместо мышц жир растет. Так и должно быть. Так и должно, потому что печень нездорова. Нужно полечить печень, тогда любая водичка будет уменьшать жир. И любой спорт будет уменьшать жир. Мы такие существа, у нас организм еще и мудрый. Это же соединенные между собой несколько сотен миллиардов клеток, которые повинуются отчасти нервной системы, эндокринной системы, управляются центральной нервной системой. Но у них есть еще и совместная деятельность, они же симбиоты. И у них есть совместная деятельность со своим пониманием своей миссии, со своими реагирующими сигнальными системами, которые умеют все делать, и они настолько мудры, настолько идеальны, потому что времени для того, чтобы это все развить, им понадобилось там 100-200 миллиардов лет. Они взрослее, чем наше сознание, чем наша центральная нервная деятельность. А мы думаем, ой, я такой умный, возьму таблетку, выпью или там себе уколю и все вылечу. Нет, они умнее. Просто они хотят, чтобы вы их понимали. Я не знаю, вам понравилась вообще моя лекция или нет? Скажите мне, вам было интересно? Мне кажется, интересно, правда? А для иммунитета бетулиновая кислота, ресвератрол. Вот сегодня сквалан, мы говорили об этих препаратах, они же хорошие. Ведь человек говорит, вот я пью бетулиновую кислоту, ничего не меняется. А какую задачу вы ставили? А я ставила задачу, чтобы у меня перестали болеть суставы. Ну нет, это же вы видите, это целая система. Суставы могут болеть на фоне того, что у женщины произошли изменения. На что повлияли изменения? Во время того, когда у нее произошли изменения, то прежде всего на фоне климакса, у нее перестал вырабатываться прогестерон. Прогестерона стало меньше и тестостерона стало меньше. Женские гормоны перестали вырабатываться, на фоне этого начало увеличиваться вырабатывание кортизола. Кортизол начал вырабатываться, так кортизол был или расходовался на то, чтобы делать и вырабатываться прогестероном, эстрадиолом, а так начали кортизол создавать эстрогены. Эстрогены, в свою очередь, начали накапливаться подкожно, в железах, они накапливаются, начали появляться злокачественные новообразования. Уже сегодня известно, что в 75-80% всех женских заболеваний, связанных с онкологическими новообразованиями, включая шейку матки и включая заболевания опухолей груди, в большинстве своем виноваты эстрогены. Именно поэтому часто онкологи применяют терапию гормонально
обусловленную. То есть это использование веществ, которые будут останавливать выработку эстрогенов. А это вещества, которые называются индол-3-карбинол. И вот этими веществами индол-3-карбинол, они останавливают выработку эстрогена, помогая справиться. Ну и, конечно, если у вас, допустим, климакс, и вы там начали на фоне климакса страдать, суставы болят, индол-3-карбинол нужно принимать. Хотите по секрету скажу, что такое индол-3-карбинол? Это яд. Да, это яд, который условно сформирован на фоне распада белков. Когда белок расщепляется, определенного вида белки в крови у нас расщепляются и распадаются без воздействия грубо аммиака, не превращаясь в аммиак, они распадаются и происходят такие происходят соединения как бы недораспавшегося видоизмененного белков, структур белков, вот они называются индольные структуры. Если взять чистый индол и понюхать, он имеет очень такую ароматическую фазу, похожую на очень испорченное мясо. Ладно, давайте на вопросы отвечать. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Сынок уже 12 лет, мучается сильный фронтит, постоянно обострение, гной после пьет, по горлу, сильная головная боль. Можно помочь без операции. Первое, от чего это появляется, любой фронтит и любой гайморит, является следствием холодных ног. Холодные ноги. Поэтому нужно греть ноги. Но греть ноги в горячей воде не пойдет. Наливайте горячую воду на камни, ставьте камни так, чтобы эти камни нагревались. Вода под камнями греется, а сверху камни такие горячие. Потом над камнями ставите ноги, прям так размещаете их и накрываете полотенцем, чтобы было ощущение пара, чтобы ноги, они парились. Вот, также можно парились, и еще обкладывать можно березовыми веничками ножки, чтобы чтобы много было там тепла. Также обязательно теплая обувь, это обязательно теплые тапочки, постоянно ноги в тепле. Это одно из самых важных условий. Второе. Семена укропа выгоняют гной из носа. Берется укроп и заваривается он. Берется укроп, в любом количестве есть, а также семена укропа заливаются горячей водой и пьет человек 1, 2, даже 3 раза в день по стакану. Четвертое. Использование ингаляции с водкой. Берете водку, вот так бутылку 2-литровую, наливаете в бутылку полбутылки воды и туда наливаете 50-70 граммов водки. Сбоку ставите дырочку и вставляете туда трубочку. Сверху крышечку открываете. И через эту трубочку делаете вдохи и выдохи. Если делаете вдохи, можно вдохи делать только, тогда воздух будет заходить сюда, проходить через воду эту, которая внутри находится, и пары алкоголя будут проходить через трубочку. Такое дыхание очень, можно делать спиртовые ингаляции через камеру, допустим, ингаляционного компрессора. Очень хорошо помогают компрессы, не компрессы, а ингаляции с ароматическими маслами. Ингаляции с ароматическими маслами — это нероли, аниса, жасминового, чайного дерева. По 2 таблетки, по 2 капли на 10-15 граммов воды, 30 граммов в камеру ингалятора, и дыхание. Очень хорошо помогает серебро коллоидное. В нашей компании это коллоидное серебро, так и называется. Можно использовать вещество, называется минераликс. Очень хорошо себя зарекомендовали ингаляции с 3 веществами. Это германий, ванадий и серебро. Если их смешать между собой и в камеру ингалятора и проводить ими ингаляции, тоже помогает. Народные способы заваривания коры осины. 1 столовая ложка на стакан воды кипятка, варится немножечко, выпивается на протяжении дня. Также с корой осины делают ингаляции. Следующее. Считается, что проблема, связанная с носоглоткой, часто связана, почему-то так считается, с глистами. И да, часто очень я проверял глисты у таких детей, но вот у нас в Украине есть проверка на глистные инвазии, сдаются вот в ДИЛа разные ДИ.
и вот эти коммерческие клиники, которые проверяют. И я познакомился с одним человеком, который является гастроэнтерологом. Этот человек мне говорит: Андрей Андреевич, я вам дам номер телефона частной клиники, которые сами вручную определяют, там есть глистные инвазии или нет в кале. И после этого я взял совершенно здорового человека, совершенно там 100 раз не было у него никаких глистов. И после этого проверили его, и у него нашли 2 вида гельминтов в виде яиц, оплодотворенных там аскаридами. То есть этот человек фактически болеет. И вот если взять ребенка, у которого гайморит или у которого хронические заболевания носоглотки, то обязательно будут глистные инвазии. Чем лечится? Просто ради профилактики пропить самый обычный альбендазол. 1 таблетка 1 раз в день, 3 дня, после этого через 2 месяца курс повторить. Обычно использование альбендазола с такими ингаляциями дает очень хороший результат. Ну и можно осиновой корой делать ингаляции. Кстати, максимальная концентрация осиновой коры, по-моему, там 45-50%. Мы сделали экстракцию водную, и у нас этот препарат называется популин. Можете купить популин, принимать его. И популин, кстати, аскарид лечит тоже. Еще и поделать ингаляции. Кстати, у той девочки, у которой я проверил глистов, или гельминтов, правильно говорить, у нее было заболевание в детстве, гайморит. У меня был такой препарат, я его продал египетской компании, назывался он эмбрионазин. Это стволовые клетки, которые я делал из сырого яйца оплодотворенного куриного, и выделял эти стволовые клетки и делал их в виде спрея для носа. Боже, как он работал. И там я когда-то его в Египте дал одному человеку, он высокопоставленное лицо был, он говорит: боже мой, я всю жизнь болею гайморитом, чтобы у меня за 5 дней прошло вообще, и дышит нос, и запахи чувствую, Андрей Андреевич, что это, продай. И я потом им, нам все равно в Украине не разрешили это продавать. Ученица 4 ступени, скажите, пожалуйста, у меня жировой гепатоз или кишечник с правой стороны. Спасибо вам за все. У вас жировой гепатоз, так, это есть, у вас жировой гепатоз. А что у вас болит? У вас не болит ни сигмовидная кишка, ни тонкая кишка не болит у вас. У вас больная 12-перстная кишка. У вас нет проблем с жировым гепатозом, хоть он у вас и есть, но у вас больная 12-перстная кишка и поджелудочная железа. Принимайте препарат мой, называется панкресорб и железняк, а также препарат лунглин и горечи амарум. И никакого алкоголя, никакого кофе. Все, конец. Я был рад, что у нас получилась великолепная такая программа. Она у нас получилась аж на целых 1,5 часа. Еще раз давайте напомню о препаратах, о которых я сегодня рассказывал. Препараты для спокойствия, которые я делал на основе тибетской медицины. В случае, если человек очень нервный и психует, успокаивающий сирантал. В случае, если у человека панические атаки, депрессивные эпизоды, поставит. В случае, если у человека психические отклонения, он уже видит галлюцинации, ему там что-то слышится, кто-то шепчет, это препарат апсантин. Если у него судороги, ощущение, будто что-то под телом твердое, все время хочется гнуться, это препарат Morbus Stop. Препараты лития LCC, LSS. Далее препараты, которые могут восстановить ваш кишечник. Это препараты, увеличивающие количество вашего бинома или ваших бактерий. Это препарат инулактин, 1 чайная ложка на стакан воды. Также для того, чтобы снизить кислотность желудка, я порекомендовал яблочный сок принимать или лимонный сок, можно совместно, допустим, там, с медом даже, или яблочный сок с медом и лимонным соком.
можно без лимонного сока. Также я рекомендовал любые препараты кальция, можно глюконат кальция, самый простой, его развести в стакане воды, сделать из него порошок, вот это может очень ощелачивать ваш желудок. Если желудок ощелачивается, то тогда у вас пробиом кишечника увеличивается количество бактерий. Также количество бактерий увеличивается инулактином и еще клетчаткой. Поэтому клетчатка это обычные семена льна или это отруби, но лучше семена льна. Также я сказал о том, что не очень хорошо принимать кофе, потому что оно совершенно не очень хороший напиток, и я объяснил, почему это может быть вредным. Ну, после чего перейти к работе с печенью, это принять препараты желчегонного характера, это лунглин в нашей компании, и принять препараты для стимуляции выхода желчи, горечи, дуйко, амарум. Также сегодня я рассказал о том, что существует целый ряд и при выборе аминокислот я посоветовал принимать цистин, потому что в случае, если цистин это одна аминокислота, из нее может вырабатываться глутатион и цистин. А в случае, если принимать просто глутатион, то тогда он будет менее хорошо работать. Поэтому, если есть выбор принимать цистин или принимать глутатион, выбирайте цистин. Третье, я рассказал о том, что магнум цит-300 это великолепное вещество для восстановления адаптивной функции для вашей центральной нервной системы. Также я сказал, что нет проблем с тем, чтобы принимать мелатонин на ночь, и от него нет зависимости, а тот, кто это говорит, не знаком с медициной и говорит глупости. Также L-триптофан, который является прекурсором для серотонина, который нам необходим для спокойствия. И завершил я это все тем, что рассказал об иммунных препаратах нашей компании. Еще раз о них сегодня я хочу рассказать. Это бетулиновая кислота, это ресвератрол, это, конечно, бетулин. Это, конечно, кверцетин. Это все препараты, которые мы делаем сами. И сквалан или сквален, которые есть в нашей компании. Поэтому хорошая получилась у нас, в общем-то, лекция. Получилась богатая, интересная, примерами, завораживающая, вдохновляющая и в большом количестве информации. Если у вас возникли какие-либо вопросы и у вас появилось желание приобрести какие-либо из тех препаратов, о которых я сказал, вы можете это сделать, набрав по номеру телефона, который сейчас светится прямо над моей головой. Также, если вы не хотите звонить и хотите прямо перейти на мой сайт, вы можете перейти по QR-коду, который вот здесь вот находится в правом верхнем углу вашего ноутбука или телефона, и перейти напрямую на наш сайт, где ознакомиться с продукцией и выбрать для себя необходимые, нужные препараты. Также в самом видео сейчас вы видите кнопку «Помощь общественной организации». Можете, в случае, если вам необходимо, нажать на эту кнопку. Мы собираем деньги на строительство ашрама школы Кайлас. В случае, если у вас есть лишние деньги и необходимость, вы можете помочь. Я желаю всем успеха, здоровья, берегите себя. Вы должны понять, что наш человеческий организм это не простая система, это не гоп-стоп. И то, что мы умные и все знаем даже о медицине, не говорит ни в коем случае о том, что мы все познали о своем организме и знаем каждую его систему. Все наши системы индивидуальные, они у нас имеют иерархию, имеют и влияние, и там все, в общем-то, неоднозначно. Чем глубже человек познает системы организма, чем больше он знаком с медициной, тем больше у него возникает вопросов, и тем дальше все непонятно. Поэтому, когда человек говорит, я все выучу о человеке, о медицине и так далее, сделать этого нельзя. Закончу я словами Авиценны, который, в свою очередь, когда-то в книге «Канон науки восточной», он сказал буквально следующие слова. Те, кто понял строение человеческого организма, понял самого Бога. Поэтому
конечно же, понять Бога невозможно, поэтому я думаю, что всегда будут оставаться какие-то темные пятна, а мы, как пионеры в этом всем, всегда будем проводить, хоть этого и не любят люди с горы, эксперименты над собой, потому что наше здоровье в наших руках, а мы всего лишь те люди, которые постоянно пытаются улучшить состояние путем проб и ошибок, экспериментов, не всегда удачных, но на 100 один бывает удачный. Поэтому всем успехов в делах радости, любви и прежде всего здоровья. Будьте всегда здоровы, до свидания. Напишите обязательно ваш комментарий. Для чего я это прошу? От этого очень много зависит постоянно. Блокируется канал YouTube. Я без монетизации канала YouTube уже 5 лет, поэтому все некоммерческо. Никто на этом не зарабатывает. Можете писать комментарии. Но сейчас борьба идет не за то, чтобы заработать, а за то, чтобы не закрыться. Поэтому ваши комментарии показывают то, что канал живой, то, что люди, которые есть, они настоящие, и то, что вопросы здоровья, они действительно заслуживают внимания, и есть такие люди, которые хотят об этом говорить, и люди, которые хотят об этом знать. Еще раз большое спасибо, до свидания, друзья.